Приветики! С вами Ману, и сегодня я поведу вам, как пользоваться сайтом ТТС для перепродаж. Этот способ заработка довольно хорошо известен в широких кругах и регулярно попадает в общие гайды по заработку золота. Упрощенное представление о нем примерно такое. Открываете у себя несколько вкладок ТТС с какими-то дорогими товарами и обновляете их, пока не увидите какую-нибудь очень выгодную сделку, после чего, сломя голову, бежите и покупаете ее. Или не покупаете, потому что кто-то оказался быстрее. Но вероятнее, этот кто-то был не быстрее, а просто увидел первым при поиске по торговцу, а уже купленный им лот загрузился на ТТС. Главные недостатки такого вида заработка – нестабильность и требовательность к онлайну. Если использовать его на спокойном рынке, находки будут слишком редкими, а сидеть у компа и обновлять вкладки придется постоянно. Как следствие, посредственный выхлоп заработка в час. Ведь ограничиваясь лишь несколькими товарами при поиске, вы очень сильно сужаете выборку и в итоге смотрите на незначительную часть рынка. И даже если вы наберете много вкладок, ничего особо не изменится. Тем не менее, полностью списывать этот способ заработка не стоит. У него есть своя эффективность в очень специфических условиях. Но одно из условий – превосходное знание рынка. Поэтому начинать с торговли по ТТС не стоит. Это отличный способ дополнительного заработка во время ажиотажей. Чаще всего ажиотаж случается в ивенты или после выхода обновлений. Например, сейчас проходит ивент с увеличенным шансом выпадения зацепок. Вследствие этого все карты подорожали, потому что с них падают разные зацепки, которые покупатели хотят получить. В таком случае, зная конкретные карты, на которых можно хорошо заработать, есть смысл делать поиск по ТТС и проверять, не ушли ли еще найденные карты. Такой подход не работает вечно. Скажем, в конкретном случае я смог использовать его 3 дня с начала ивента. После слишком много людей узнало о прибыльности карт, которые я перепродавал, цена продажи снизилась, цена покупки на ТТС подросла, и нужно прикладывать слишком много усилий, чтобы успеть что-то купить. То есть в какой-то момент ТТС перестает выполнять свою функцию помощника в поиске, и проще уже просто пробежаться по торговцам и увидеть первым. В конкретном случае целесообразность использования ТТС наступила из-за повышенного спроса на предмет поиска. А это значит, что дешевые предметы долго не лежат, поэтому использовать нужно строго поиск с сортировкой по времени и ограничению по цене. При определении цены для поиска я стараюсь учитывать возможный объем продаж, скорость продаж и прибыль, которую я получаю. Но все равно результат субъективный. Какую цену ставить в поиске в конкретном случае зависит от вас. Еще один способ заработка на ТТС – это мониторинг предметов с неопределенной ценой. Здесь основной идеей является то, что большинство людей не заметит и пропустит такой предмет при обычном просмотре торговца. Люди, использующие Awesome Guild Store, тоже наверняка предмет не увидят, потому что ни цены ни цены ТТС у него нет. То есть это поиск таких редких бриллиантов, которых мало. Спрос на них тоже небольшой, что не дает им быстро продаться. Но потенциальному продавцу сложно оценить его, что дает вам большое преимущество, если вы знаете цену. Правда, порог входа в такой заработок высок, поскольку собрать базу таких предметов требует немало усилий, времени и превосходного знания рынка. В итоге работа с ТТС – это не столько про скорость, сколько про умение видеть возможности там, где другие их упускают. Только знание рынка и чутье на выгодные сделки превращают этот способ из нестабильного и случайного заработка в надежный инструмент для серьезной прибыли. Спасибо за просмотр! Если было полезно, лайк, подписка и до встречи! Прибыльных сделок и хорошей торговли! Пока!